Так, господа, начинаем наш ежедневный обзор курса доллар-рубля. И смотрите, с чего бы я хотел, господа, начать. Смотрите, помните, я вам говорил, что мы выше 80.50, с большой вероятностью выходить не будем. Ну и идем вот сюда. Давайте сразу посмотрим. Причина, почему это происходит. Значит, давайте начнем с того, что обратите внимание, как вырос доллар. Это просто уже прям вот 103,5, я вам говорил, что мы туда вернемся. Мы так и вернулись. Я в итоге все это дело разбил на коридоры, чтобы было более наглядно. И вот 103,5 мы в итоге восстановили. Смотрите, какой был просто практически вертикальный взлет роста. Расскажу почему. Естественно, это наш механизм, связанный с нефтью, безусловно. Значит, смотрите, берем опять от наш период 10.30. Смотрите, да, доллар растет. Берем доллар-рубль. Падение, видите? Вот оно, пошло падение. Доллар рос, а мы в этот момент падали. То есть рубль укреплялся. Ну и, соответственно, по юаню стандартно. Вот мы находим сразу 10.30. Было понятно, где это. Как видите, юань тоже продавался. Еще, как говорится, мы делаем простой вывод. Интервенции, господа. Опять Центробанк использовал интервенции. И это говорит нам уже окончательно, подтверждает тот факт, что все-таки за 80-50 выпускать не хотят. Ни при каких условиях. Еще раз напоминаю, доллар просто летел. Смотрите, если мы посмотрим на дневки, это просто дикий рост, смотрите. Во. Он просто стартанул. Вчера он должен был вот этот 102,8 удерживать. Нет, он все это дело пробил. И вот мы видим, он уже на 103,5. Как я вам, в принципе, и говорил, что на 103,5 мы вернемся. И дальше уже, на самом деле, господа, открывается дорога вплоть до 105. Причины к этому есть, я вам сейчас все расскажу. И Центробанк действует, конечно же, на опережение. Смотрите, нефть. Давайте сразу вот сюда посмотрим. Видите, нефть насколько сбили. С 76-70 она собиралась прорывать 77. Ну и все, как говорится, все как обычно. А для того, чтобы не было у вас сомнений, смотрите, я вам дам маленькую фразочку к вопросу о нашем механизме. Цены на нефть усилили снижение вечером в четверг на фоне укрепления доллара США. Как говорится, чтобы, особенно те, кто новенькие нас смотрят, да, чтобы они понимали, как это работает механизм. Доллар давит цены на нефть. Чтобы не разгонялась инфляция в США, которая, естественно, сейчас будет, как только опять запустится станок, и, соответственно, не давать расти ценам на нефть, так как, соответственно, от них будут расти все остальные продукты питания, там, машины, все что угодно. То есть, соответственно, будет разгон инфляции, да. И плюс, соответственно, не давать зарабатывать России для ситуации с поддержанием СВО. Ну и, соответственно, Америка в этом, безусловно, заинтересована, чтобы еще и опустить, как говорится, заполнить свои стратегические хранилища. В общем, все это связано с долларом, и результат, господа, мы видим. И я вам говорил неоднократно, что я вижу только одно, что доллар будет укрепляться. Ровно так оно и происходит. Ну и также я вас предупреждал, что мы не можем сбрасывать со счетов работу Центробанка, что тоже мы и увидели. То есть Центробанк все равно ограничивает этот диапазон. Ну а теперь давайте разбираться, что же у нас сегодня, господа, было. Естественно, ждали все, как обычно, это потолок долга, смотрите. Сегодня S&P 500 даже достиг в итоге 480, как я и предупреждал, что мы туда можем пойти. А, соответственно, пробой даже на 4200 вполне может быть уже после выступления Пауэлла и решения по потолку, да? Потому что мы помним, что самое теперь главное событие – это решение по потолку госдолга США и, естественно, выступление Пауэлла, которое произойдет, господа, завтра. Но давайте посмотрим, что у нас сегодня происходило. Значит, кстати, смотрите, сразу облигации еще покажу, чтобы не было, как говорится, никаких сомнений. Видите, насколько облигации выросли? Они практически двушки вышли за 4,25, за непосредственно десятки вообще вернулись на 3,66, то есть тоже практически открыта дорога в сторону 4, да? То есть вероятность повышения ставок у нас однозначно растет. А что произошло, сейчас я вам все расскажу. Значит, смотрите, сегодня мы ждали председателя ЕЦБ Лагард, как она там выступит. По ее речи я ничего там не нашел. Дальше смотрите, вот это было важно. Число первичных заявок на получение пособия по безработице США. Вот ровно, господа, на этих данных сегодня, сейчас я вам покажу опять 5-минуточку.
у нас и произошел вот этот вот резкий взлет. То есть, смотрите, изначально доллар начинал давить на нефть. Это было изначально. Вот он давил, 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 давил. Почему? Потому что нефть у нас в этот момент подходила на пробой 77. Вот видите, вот здесь, это вот вчерашним днем, мы тестировали 77. А я вам говорил, что как только мы пробьем 77, это откроется дорога на 78 и, соответственно, 82, 84. Естественно, американцы этого допускать не хотят. Они давят. И доллар, естественно, начал тут же расти. Он начал расти уже с утра. Он прям начал постепенно, при том, что он вчера, помните, достигал, как я уже говорил вам, 103 и должен был оттуда откатить, вообще 102,8 он не должен был пробивать. Он это все дело преодолел, после этого закрепил и дальше пошел разгон. И вот как раз в районе 3 часов, как раз когда вышли данные по пособиям по безработице, он просто пулей устремился вверх. А ситуация была следующая. Пособия по безработице сократились. То есть это опять к вопросу устойчивости рынка труда. А значит, как я вам и говорил, это фактически, если бы мы жили сейчас не в зазеркалье, если бы вот этих всех манипуляций рынком и экономикой США не было, то на самом деле это было бы хорошо, это было бы прекрасно для экономики, соответственно, на этом все бы только росло, все бы только развивалось. Но мы живем, когда американцы доллар используют как оружие. И все вообще воздействия, которые они сейчас производят, они абсолютно внерыночные. И в этой ситуации, естественно, то, что было хорошо для экономики, превратилось сразу в плохо, потому что, естественно, ставки будут повышать. Потому что раз экономика все это дело выдерживает, ставки можно поднимать. Именно на этом устремились в рост сразу облигации и 2- и 10-летки, и, соответственно, устремился в рост индекс доллара, да? Ну, а так как у нас российский Центробанк в этот момент на самом деле уже к 10:30 начал его сбивать, то смотрите, после того, как он пошел резко расти, мы уже не преодолели этот диапазон 80-50. Как говорится, что и требовалось доказать. Вот так и работает Центробанк. Но он фактически себя сейчас, считаю, выдал. То есть он уже показал, что выше 80-50 не пробьют. И значит, соответственно, спекулянты могут этим тоже пользоваться. Они уже понимают, что выше 80-50 не пустят. Как говорится, можно поднимать, здесь, соответственно, продавать, зная о том, что будет какая-то, соответственно, работа со стороны Центробанка. Но мы понимаем, что Центробанк может в какой-то момент правила игры поменять. Тем более, смотрите, ситуация с нефтью, она пока, соответственно, оказалась под давлением. Вот это чистое падение на росте доллара. То есть это никакая там не запасы, ни какие-нибудь там новости, которые, скажем так, намекают на сокращение спроса и так далее. Нет, ничего, чистая работа индекса доллара. Вот чисто оружие доллар подавило цены на нефть. Вот и все. И вот в этой короткой фразе тут абсолютно четко подтверждается эта вся система, которую я вам рассказываю уже на протяжении, как говорится, начал существовать канал. Поэтому смотрите дальше, что у нас, собственно говоря, происходило дальше. Вот обратите внимание, почему я вам поэтому и говорю, что вот эти события имеют огромное значение и могут приводить к реальным просто изменениям по курсу, да, просто в один момент, как только они выходят. Значит, смотрите дальше. Индекс производственной активности, он там тоже получается, по-моему, даже чуть подрос, где-то там чуть снизился, где-то чуть подрос, но в общем в целом тоже на экономику намекает достаточно все равно устойчивую, да. Потом, значит, смотрите дальше. Выступление управляющего ФРС Джефферсона. Ну, там все без изменений. Там все как обычно, как я вам сразу и сказал. Риторика на повышение ставок, на продолжение непобежденной инфляции. Соответственно, надо ставки поднимать дальше, либо держать. Но, в общем, вся эта риторика, все понятно, потому что цены на нефть растут. В СВО там ситуация довольно разворачивается не в пользу США. Тем более после уничтоженного Патриота поменялась вся риторика. Все перестали сразу хотеть дать самолеты. Все задумались вообще, а в безопасности ли они. Вся Европа, даже Польша приуныла. Вот, поэтому на самом деле стали очень много, обратите внимание, сейчас новостей стало просто огромное количество по поводу договоров, переговоров, остановки, каких-то там скрытых договоренностей и так далее. Уже Китай поехал договариваться, Папа Римский договариваться, потому что они понимают прекрасно, что в СВО они не выигрывают. По одной простой причине, потому что если не будет
как говорится, господство в воздухе, да, а это как раз ракеты, самолеты и так далее, то, соответственно, нет возможности этот контрнаступ поддержать. К чему это все говорю? Я все это говорю к тому, что с потолком сейчас тоже будет вопрос. В итоге могут принять действительно потолок, который может и обрезать вот этот военный бюджет. Ну и, соответственно, ситуация с поддержкой НСО, она тоже может резко поменяться. Но по потолку сейчас есть информация о якобы некие, скажем так, договоренности, которые появляются. Ну, то есть, если раньше было вообще невозможно, типа договороспособности никакой не было, да, Бидон просто, как говорится, гнул свою линию, а республиканцы должны были, как мы помним, все это без всяких, как говорится, условий все это принять. Сейчас картина поменялась. Во-первых, Бидон улетел там в С-7 свою, да, которую они G7 называют. Они там, значит, все это дело перетирают по этой ситуации, что, собственно говоря, делать дальше, как им дальше вводить какие там новые санкции и так далее, как им все-таки затормозить ситуацию с Россией. Более того, самое главное для них это сейчас Китай. Самое главное это Китай, притом ситуация тоже неоднозначная, потому что европейцы боятся полностью выступить против Китая, потому что их экономика практически полностью завязана на Китае. А так как Америка практически полностью выдаила Европу, и все, что могло, как говорится, переехало в Америку, да, соответственно, Европа теряет последние возможности рычагов каких-либо для того, чтобы их экономика хоть как-то могла функционировать. В связи с этим, соответственно, с Китаем они рвать не хотят, а американцы хотят, чтобы на Китай надавили максимум. Поэтому вся эта история, естественно, тоже, как геополитическая часть, висит таким, как говорится, фоном неопределенности. Но в целом, как бы Байден уехал и в воскресенье должен вернуться. Он отменил там свое турне, которое он там собирался делать. Должен вернуться как раз на обсуждение именно по потолку. Но за это время есть некая группа договоренностей, переговорщиков, скажем так, которые, собственно говоря, понимая прекрасно, что Байден просто тупоголовый и по большому счету ничего он там решить не может, а решает это все в принципе тоже за него, как говорится, глубинные государства, да, то, соответственно, в этой ситуации есть некие переговорщики, которые хоть как-то смогут там о чем-то договориться, чтобы не терять листочки, на которых написали, что говорить, когда говорить и в какую дверь выходить. Там все-таки люди более адекватные, поэтому, скорее всего, какая-то система договоренности у них начинает вырисовываться. По крайней мере, фон оттуда идет такой. Поэтому в центре внимания, естественно, у нас остается ситуация с потолком. Еще раз напоминаю, что завтра мы ждем, естественно, выступления Пауэлла, и потом в воскресенье как раз возвращается этот товарищ у нас, который с пустыми мозгами. Вот, и, собственно говоря, который вернется, вот ему надо будет каким-то образом всю эту эпопею в итоге свести куда-то конкретно, для того, чтобы в итоге продемонстрировать договоренности по потолку или наоборот все-таки опять, как говорится, новый срок, который будет откладываться. Да? Мы помним, что время, конечно, остается не так много, и вот эти переговорщики, скорее всего, за это время успеют какой-то, ну, скажем так, найти, я думаю, рамочный договор, после которого, собственно говоря, подадут на подпись этому товарищу, который прекрасно у нас может только читать по бумажке. Поэтому в этой ситуации, естественно, рынок тоже находится в ожидании. Мы видим продолжение укрепления доллара. И дальше, смотрите, выступления ФРС, естественно, говорят только о том, что, соответственно, надо только поднимать ставки, потому что цены на нефть надо сдерживать. Как только будет принят потолок, они все прекрасно понимают, что, во-первых, нефть сразу взлетит вверх, она этого тоже ждет. Плюс, соответственно, запечатает станок, а, соответственно, эту инфляцию надо будет давить. И в связи с этим, соответственно, мы понимаем, что, естественно, доллар будет расти. Другого варианта просто нет. Значит, смотрите дальше. Продажи на вторичном рынке жилья. Ну вот этот Федбар Тистимани, не знаю, что они там в итоге повыступали, потому что, на самом деле, еще раз говорю, вот эти все выступления ФРСников, да, сейчас, так сказать, в преддверии того, что выступать будет Пауэлл, они, по большому счету, ну, как клоуны, они там говорят что-то, каждый, говорит, по сути, одно и то же, только это все сплошные словесные интервенции, на них можно вообще, на самом деле, вот именно из-за того, что есть два вот таких основных события, это решение по долгу и выступление Пауэлла. По сути, так вот, как говорится,
слушать, что они говорят, но по факту они уже ничего нового не скажут. И реакция на них, на самом деле, она тоже достаточно уже понятна. Она будет заранее спрогнозирована. После каждого выступления ФРС будет только укрепление доллара. Это уже однозначно. Тут два будет варианта. Либо повышать, соответственно, ставку, либо оставать на том же уровне и смотреть, что будет дальше. Потому что такой тоже вариант возможен. Ну и смотрите, продажи на вторичном рынке жилья упали. Это тоже говорило о том, что все-таки ситуация неоднозначная с экономикой в США. Где-то вот эти факторы, которые их больше всего интересуют, как раз рынок труда, там, да, который, так сказать, должен переваривать эту инфляцию, он еще функционирует. Ну а в целом состояние, скажем так, проживания населения не очень хорошее. Как говорится, рынок жилья довольно перегрет все равно. Не получается ему так настолько их остудить. Цены сбить на цены на жилье тоже не очень получается. Поэтому демократы, естественно, понимают, что в преддверии выборов у них на самом деле очень большие проблемы, потому что на самом деле народ может их реально не поддержать в этой ситуации, так как все-таки между телевизором и, как говорится, холодильником выигрывает всегда холодильник. Поэтому в этой ситуации они это тоже прекрасно понимают. И вот поэтому, опять же, вся эта ситуация с СВО, она, естественно, начинает переходить в стадию типа договоренностей. Сразу я лично уверен, что Россия на такие договоренности не пойдет, потому что пока не будет отсечки от Черного моря, никакой договоренности не будет. Никто там не будет замораживать и сидеть ждать, когда они там скопят опять силы и все это заново начнется. Поэтому вероятность таких, скажем так, решений, таких договоренностей крайне маловероятна. Но, по крайней мере, вот еще раз говорю, очень показательно было после уничтожения Патриота. Как только Патриот уничтожили, все, уже сразу тон поменялся. Сразу вся вот эта вот риторика «всех победим», Россию поставим на колени, все пропало. Поэтому как бы этот момент надо учитывать. И при этой ситуации, естественно, я все это к чему всегда говорю? К тому, что в итоге это все, естественно, связано с решением по потолку и, соответственно, финансированием Америки дальнейшей всей этой ситуации с СВО. А, естественно, для того, чтобы финансировать, им нужно будет принять этот долг без условий. Но в данный момент, получается, раз еще и республиканцы говорят о том, что некие договоренности выполняются, то, возможно, это говорит о том, что все-таки демократы пересматривают свою позицию, потому что, результатов нету, да, в СВО, поэтому тут как бы уже есть вероятность, что вот эти деньги надо фиксировать, просто как убыток. Значит, смотрим дальше. Что у нас ждет, соответственно, на следующий день, да? Сегодня у нас, кстати, еще был представитель ФРС Логан, но это, опять же, я говорю, все вот эти выступления можно уже игнорировать, потому что впереди у нас Пауэлл. По большому счету, все основное уже вышло. Индекс потребительских цен в Европе мы увидели, рост инфляции был. Потом, значит, вот этот вот пособие по безработице подтвердили, что рынок может труда, соответственно, перемалывать всю эту инфляцию. Соответственно, все, теперь ждем Пауэлла, но уже ждем с вероятностью того, что Пауэлл будет ястребиной, что он, скорее всего, опять еще больше заговорит о повышении ставок и так далее. Значит, смотрите, что мы будем ждать завтра. Ежемесячный отчет ЕЦБ. Это будет тоже важно, потому что это, соответственно, центробанки, опять, которые в общей одной конве работают, мы это уже разбирали неоднократно. Вот, поэтому в связи с этим, соответственно, у них эта история будет продолжаться. Они будут между собой все время, как говорится, вести переговоры, договоры. И, кстати, в той же G7, куда они там улетели, да, они там тоже об этом будут все вместе опять вырабатывать общую стратегию. Значит, смотрите дальше. Ежемесячный отчет, потом дальше речь члена ФРС Уильямса, выступление члена ФРС Боумена, они там прям друг за другом будут идти. Потом выступление представителя ЕЦБ Шнабеля, и вот после этого выступает Пауэлл. Вот это, господа, самое главное на этой неделе, уже после того, как говорится, будет еще решен вопрос с потолком госдолга США. И я больше чем был уверен, и в принципе... В итоге я так думаю, что так оно и происходит, что до выступления Пауэлла никакой долг принимать они не будут, договоренностей никаких не будет. Более того, в воскресенье, как я уже сказал, Бидон вернется, поэтому, соответственно, они там за выходные еще могут много чего, соответственно, сделать, но я думаю, до конца этой недели не будет этого. Более того, смотрите, также свяжу, не беря вопросы там, как говорится, политики, а просто, опять же, банальной логики. Обратите внимание, почему ситуация была с тем же Артемовском, да?
почему последнее время, вот именно последнее время, во-первых, ВСУ пытались его удерживать до последнего, и в то же время резко пошло ускорение со стороны, как говорится, Вагнер там и прочее, да? Смотрите, если до принятия решения по потолку заявить о том, что Артемовск пал, как вы понимаете, это такая огромная информационная бомба, которая, соответственно, просто сразу вот эту всю пелену побед, перемог и прочее, она сразу развеет. И вопрос станет о том, что действительно, а как дальше тогда финансировать, если все-таки результатов нет и даже город потерян. Поэтому была просто вот у Зеленского задача удерживать его до того момента, пока все-таки этот вопрос не решится. И, соответственно, нужно было продемонстрировать какие-то результаты. Как мы видим, результаты супер, патриоты уничтожены, 5 штук. Поэтому, в принципе, уже даже если сейчас еще и к тому же, как говорится, пойдет окончательно Артемовск, все. После этого уже отчитываться будет перед республиканцами для того, чтобы принимать дальнейшие, как говорится, долг без ограничений, крайне проблематично. Вот именно поэтому вот эти события так были взаимосвязаны между собой. Ну и, естественно, что в итоге нам все это, господа, дает? Мы получаем в итоге информацию, что, конечно, доллар будет расти. В то же время мы также видим, что отрабатывает Центробанк. То есть он в любом случае сдерживает. Ну и, кстати, давайте посмотрим, что у нас сегодня было по информации по поводу Центробанка. Значит, смотрите, первое. К 2026 году наши эксперты прогнозируют увеличение темпов роста ВВП России до стабильных 3% ежегодно. В том числе за счет восстановления потребительского спроса и создания, как я уже сказал, максимально благоприятной инвестиционной среды. Короче, мы все это читать не будем. Смысл в том, что ВВП России будет расти. А значит, укрепление рубля само по себе тоже будет. Дальше смотрите, еще тоже немаловажный момент. Вот смотрите. Банк России сохраняет сигнал об оценке на ближайших заседаниях целесообразности повышения ключевой ставки. Опять к вопросу укрепления рубля, который был дан по итогам заседания Совета директоров регулятора в конце апреля. Об этом на пресс-конференции сообщил зампред ЦБ Российской Федерации Алексей Заботкин. Пока поступающие данные не дают оснований считать, что есть какие-то значимые сдвижки даже внутри диапазона прогноза. Соответственно, сигнал 28 апреля остается полностью актуальным. Вот смотрите, господа, вот мы и получили с вами сигнал по поводу того, что все-таки рубль будут укреплять. А почему? Потому что все прекрасно понимают в Центробанке, что доллар будет укрепляться и дальше. И значит, соответственно, уже нужно противодействовать. А это говорит о том, что все-таки Центробанк пока не заинтересован в возврат вот в этот диапазон 81,5, там 82, да, и вплоть, соответственно, переход на 83, 83,5. Вот этот сигнал для нас будет важен. Дальше смотрите. Российский банковский сектор может побить рекорд, заработать более 2,5 триллионов рублей, заявил глава Комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков. Ну, это опять к вопросу устойчивости финансового сектора России. И вот смотрите еще один момент, вот тоже важно. Банк России видит потенциал для снижения уровня цели по инфляции с текущих 4% в будущем. Но его сроки требуют дополнительного анализа, всесторонних обсуждений и следует из доклада для общественных консультаций по обзору денежной кредитной политики регулятора. То есть они как бы в перспективе видят возможность постепенного снижения инфляции, но до этого момента проинфляционные риски высоки. И именно поэтому мы, скорее всего, и будем видеть, как я уже сказал, удержание в диапазоне. То есть не будут все равно выпускать пока доллар за 81, например, да, то есть 80-50, там 81, выше, скорее всего, не будет. Может быть, там какие-то колебания могут быть, там могут закинуть, например, на 81-50, как это было, там, например, на Форексе, да, а потом опять, соответственно, интервенции, и все это дело будет корректироваться. То есть в целом мы получили сигналы следующие. Значит, мы, во-первых, знаем, что доллар у нас будет продолжать расти. Как я уже сказал, да, понятно, причины ясны. И нефть, соответственно, будут сдерживать. С другой стороны, нефть сильно падать не будет. То есть мы видим, что уже до 74 мы не ходим. Мы пытаемся держаться даже за 75, 75-50. То есть около 76. И, соответственно, прорываться за 77. Индекс доллара будет не давать выйти за 77-78, но при этом, соответственно, рубль в этот момент, он будет поддерживаться, нефть, когда она будет пытаться подниматься, и плюс интервенция Центробанка. И в итоге получается некая вот эта вот сбалансированная как раз
собственно говоря, диапазон. Ровно то, о чем я вам говорил, что сейчас непосредственно валюта будет искать свой диапазон, вот этот пол и потолок. По Центробанку уже второй день я отмечаю, что все-таки идут интервенции, и они идут вот как раз в районе, когда идет на пробой 80-50, ну и, соответственно, ниже 79-50 я тоже думаю, укрепления не будет. Так что, в принципе, посмотрим дальше. Давайте сейчас посмотрим непосредственно, кстати, по нашим коридорам. Вот, смотрите, все у нас, соответственно, остается. 80 это верхняя граница квартального коридора по волатильности, да, и 80-50 максимум, который я вот вам говорю, что пробивать не будем. Но в моментах по волатильности мы можем доходить даже до 81. И если смотреть по целям, обратите внимание, они все-таки загибаются вверх. То есть, если ситуация как-то коренным образом может поменяться, и Центробанк отпустит, вот смотрите, то есть вы должны понимать, доллар сейчас не растет, именно в доллар-рублю, да, только по причине сдерживания Центробанка. Если Центробанк отпустит, он уйдет и выше. В данный момент просто идет опять, вот если здесь мы видели искусственную девальвацию, я вам об этом говорил, то вот здесь мы видим искусственное сдерживание. Поэтому имейте в виду. И когда я вам говорил, что это искусственная, собственно говоря, девальвация, да, я вам сказал, что будет быстрый возврат. Так он и произошел. И 75 мы тогда говорили о том, что это было дном, да, потому что Заботкин даже это подтвердил. А в данной ситуации мы должны понимать, что это идет искусственное сдерживание. И как только Центробанк посчитает, что там не требуется интервенции, он тут же уйдет. Он тут же уйдет, 81, 81,50 вполне может укрепиться. Потому что, еще раз говорю, доллар укрепляться будет. Это надо четко понимать. По евро, смотрите, та же история. Ну, тут понятно, что с евро не так будет все однозначно. По причине, как вы понимаете, потому что против евро доллар тоже дорожает. И, соответственно, евро под долларом тоже проминается. Поэтому здесь будет картина немножко другая. То есть здесь, соответственно, ну, как я уже говорил, ниже 86,50 мы не пойдем. Вот смотрите, видите, 86,57. И в то же время выход за 87,50-88 с 50 вполне возможен. И еще раз говорю, искусственное сдерживание также, то есть Центробанк также его тоже все равно сдерживает, как ни крути. И цели, обратите внимание, тоже в районе 90. Но пока, еще раз, пока Центробанк будет сдерживать, вот 87,50 мы не покинем. Как только перестанет, можем уйти на 88,50, имейте в виду. Ну и с юанем, естественно, картина та же самая. То есть здесь, соответственно, мы пока удержим диапазон 11.40-11.50, в моментах можем доходить до 11.60. А если Центробанк перестанет, соответственно, проводить интервенцию, 11.60-11.70. Вот в эту зону. Цель у нас уходит на 11.80. Вот такая, господа, картина у нас получается на самом деле. Так что теперь мы, конечно, ждем с вами, естественно, выступления Пауэлла и любую информацию с G7, потому что там еще и санкционные пакеты. Более того, смотрите, там сейчас санкционный пакет не столько будет, сколько против России, сколько про тех стран, которые помогают также России, потому что тоже не хотят находиться в подчинении США. Поэтому вот тут вопрос тоже будет интересный. Там может возникнуть, можно сказать, санкционная война по всему миру, поэтому этот момент надо тоже будет учитывать. Но они как бы напрямую сейчас пока, естественно, воздействовать не будут. Но любые всевозможные, как говорится, слухи, словесные интервенции оттуда, их надо будет принимать во внимание. Ну и, соответственно, решение, естественно, ждем по потолку. На этом, господа, наверное, я и закончу. Напоминаю, те, кто интересуется не только курсом доллара-рубля, но еще финансовыми рынками, подписывайтесь на наш телеграм-канал Trader Club, анализ акций, все самое необходимое, самое важное, именно здесь и сейчас, не просто какой-то новостной агрегатор, соответственно, находится в этом канале. Просто каких-то пустых сигналов, за которые потом никто не отвечает, тоже я никогда не даю. Разбираем всегда рынок полностью, как говорится, по полкам. И, соответственно, принимаем решение, входить в какие-то позиции, не входить. Ну и в прямых эфирах, кстати, их тоже разбираем, но не на этом YouTube-канале. Значит, соответственно, напоминаю также, что, соответственно, будем снимать, продолжать каждый день. Потому что, как вы видите, каждый день может производить определенные воздействия и изменения на курсы. И, соответственно, в пятницу подведем итоги. Это завтра. Как мы видим, за эту неделю мы неплохо изменились обратно по курсу. Поэтому динамика на этой неделе достаточно серьезная. И, соответственно, в воскресенье буду делать обзор следующей недели. Все только, господа, только начинается. Все самое интересное впереди. После решения по потолку все будет гораздо интереснее. На этом тогда я, господа, заканчиваю. И еще раз напоминаю, если не хотите ничего пропустить, быть во всем абсолютно в курсе, подписывайтесь на нас.